Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 5-я и 6-я серия Легенды о героях галактики. Рыцари Розы. Неприступная крепость Изерлон. Рыцари Розы. Единственный доступный для навигации путь, соединяющий напрямую Империю и Союз, коридор Изерлон. Заблокирован громадной искусственной конструкцией, принадлежащей Империи. Да, мы это помним. Крепость Изерлон. Территория Галактической Империи. Эта крепость защищает территорию Империи, предотвращая все вторжения сил Союза. Союз прилагает громадные усилия для захвата этой крепости. Еще какие? 6 раз за последние 25 лет они организовывали массивные атаки. Но все эти нападения заканчивались только бесчисленными жертвами со стороны Союза. У крепости Изерлон два командующих. Первый — начальник крепости, адмирал Тома фон Штокхаузен. Второй — адмирал Ханс Дитрих фон Зект, командующий флотом Изерлона. Фон Зект. Эти двое никогда и ни в чем не сходятся во мнениях и открыто презирают друг друга. Они всегда конкурируют между собой, даже во время боевых действий. Дебил. И в результате степень взаимодействия очень низка. Таким образом, на территории крепости Изерлон действуют две независимые силы. Стационарный флот под командованием адмирала Ханса Дитриха фон Зекта и гарнизон крепости под управлением адмирала Тома фон Все Штокхаузена. понятно. Главное орудие крепости Изерлон. Гигантская пушка, называемая Молот Тора. И молот Тора. Ну, короче, звезда смерти. Ну, короче, это большая проблема Союза, которая вот никак не пробить. Короче, они в контрнаступление никак не могут перейти. Захватить крепость Изерлон. Таков был первый приказ, который получил свежесформированный 13-й флот под командованием Яна Венли. Облом, Ян. Это подстава. Планета Хайнесен. Ага, мы над Хайнессеном. Видимо, вот это, кстати, основатель. Хайнесен Полис. Столица Союза Свободных Планет. Ну, как наш 21 век. И что там? Это Ян. Эх. Ага, вы еще спите. Что тебе надо? Контр-адмирал, вставайте, прошу вас. Вставайте. Юлиан, если меня когда-нибудь изберут в Верховный Совет, то первый закон, который я приму, будет о введении наказания за прерывание утреннего сна граждан. Вы о чем? Если не поторопитесь, вы опоздаете на важную церемонию. Важную церемонию? Вы что, забыли? Церемония создания 13-го флота. Штаб стратегического планирования. Господа, 13-й флот — наше соединение прорыва. В него входят и ветераны сражения при Астарте, и подающая большие надежды молодежь. Их цель — захватить крепость Изерлон. Что еще за ветераны? Больше похоже на сборище выживших и новобранцев. Говорят, что этот флот отправят на захват крепости Изерлон. Смертники. Значит, нам, тем, кто выжил при Астарте, дадут еще один шанс сдохнуть? Эй, хватит шептаться. Плевать я на это хотел. К тому же командующий даже не явился на церемонию. Да. Неловко. Это который герой Эльфасиля? Даже не знаю. Как бы то ни было, это выглядит так, как будто он сбежал. Разве мы не должны за это сражаться? Наконец. Ты опоздал? Да, прошу прощения. Сюда. Твой выход. А теперь командующий 13-м флотом. Позвольте представить. Контр-адмирал Ян Венли. Да, что-то он не в духе. Депресняк. Я очень... Другими словами, за родину, не щадя живота И своего. вся херня. В общем, мы сможем насладиться вкусным чаем, только если будем живы. Поэтому давайте сражаться так, чтобы не погибнуть. Отличные слова, правда? Да уж, точно. Давайте выживем, чтобы напиться чаю. А что, неплохо. Классно, юморно. И главное выжить. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Да-да. Опаздывать на церемонию в честь создания собственного флота, да и эта речь. Наверное, это от волнения. Моя голова была абсолютно пуста. Кстати, что там насчет захвата Изерлона? Есть ли какой-нибудь шанс на победу с таким половинным флотом?
Ну, кто знает. Эй, даже мне не расскажешь? Лучше пока подожди. Так будет интересней. Ага, он что-то уже задумал. Ну ладно. Если что понадобится, не стесняйся. А то переговоры без взяток. Простите, я очень сожалею. Не уважая нашу форму, ты позоришь честь армии. Эй, офицер. Угрожать молодой девушке. Что за позорище? Да, это... Ага, видимо, это Розенриттеры, рыцари Розы. рыцари Розы. Ты еще кто такой, черт возьми? Вальтер фон Шенко, Чего? командир полка Розенриттеров. Если это вам что-то говорит. Я... Осторожней. Кажется, вы очень волнуетесь о пятнах на униформе. Ублюдок. Думаешь, можешь так просто нас оскорблять? Мы служим непосредственно под командованием его превосходительства Трюнихта. понятно. Он отдаст всех по трибуналу. Пожалуйста, ждем не дождемся. Кстати, под трибунал еще пойдет некий офицер, осмелившийся напасть на гражданского. А что, если случай получит огласку? Ублюдок! Можешь считать меня врагом, если есть такое желание. Идем. Будь то союз, либо империя, разложение в армии везде одинаково. Большое спасибо. Рыцари Розы, значит? Полк ближнего боя сформирован из беглецов из империи и их потомков. В бою им нет равных, но их очень трудно контролировать. Ага. Мне кажется, Яну они понравились. Недавно ты упомянул о том, что можешь предоставить ресурсы. Достань, пожалуйста, имперский боевой корабль. На нем должны быть следы недавнего боя. Ага. И еще нужно 200 комплектов имперской униформы. И этих Розенриттеров в мой флот. Розенриттеров? Ага. Все понятно. Планета Один. Я понял, что он задумал. Он задумал Трояна. Он задумал троянского коня послать. Что? Тот человек стал командиром свежесформированного 13-го флота? Да. Это последнее донесение Свизана, полученное Министерством обороны. Событие было расценено как не имеющее особой важности, но среди множества сверкающих звезд во Вселенной движение отдельного светила кажется таким незначительным. Однако появилась новая звезда, и звездная карта сразу кардинально изменится. Все понятно, он следит. Ян Венли. Он следит за Яном. Будешь ли ты просто планетой? Или же станешь новой яркой звездой? Следит за потенциалом. Другие командующие флотами? Услышав, что твой флот отправится на покорение Зерлона? Как они там говорят? Сопляк в подгузниках в одиночку хочет разобраться со львом. Но это скорее просто пьяные бредни. Козлы. Весьма точное определение, не так ли? Вот как? Хотя, если старик Бьюкок из 5-го флота скажет хоть слово, все они сразу же позатыкают рты. Ага. Как насчет вечера? Или чтобы не стать новой целью для сплетен, пойдешь на церемонию присвоения званий? Извини, Атенборо. Соберемся как-нибудь в другой раз? Осталось меньше суток до нашей мобилизации. У меня совсем нет времени. Ну что ж, увидимся как-нибудь. Думает. Ну, на нем ответственность, и он ее ощущает. Это Козельн. Как кресло командующего флотом? Достаточно удобно? Кстати, насчет твоего запроса касательно адъютанта. Найти блестящего молодого офицера задача не из легких. Но я нашел одного, кто тебе подойдет. Окончил офицерскую школу в 794 году. Лучший выпускник курса. Не сказать, чтобы средней способности, а? В данный момент служит аналитиком в отделе планирования операций. Начальник генштаба Гринхилл лично дал ей рекомендацию. Документы получишь позже. Ей? Входите. Все ясно. Докладываю. Меня назначили вашим адъютантом. Старший лейтенант Фредерика Гринхилл. Фредерика Гринхилл? Не может... Вы, адмирал Гринхиллу? Так точно. Я многое о вас слышала от своего отца. Ага. Чертов Козельн подсунул мне. Нет, ничего. Просто не ожидал. В любом случае, надеюсь на сотрудничество. Контролируй базар. Идиот. Подсунул. Гнида. Чё, ребят, вы что, уже... 796 год космической эры, 27 апреля. Удачи, ребята. 13-й флот Союза Свободных Планет под командованием Яна Венли отправился на захват имперской крепости Зерлон.
А, Юлиан тоже пришел проводить. Видимо, этот Юлиан, в эндинге видно, что он сыграет еще свою роль. Командующий, вы ведь тоже рискуете, не так ли? Если он провалит задание, то вам, вероятно, придется уйти в отставку. При нынешнем положении вещей я, скорее всего, и так уйду в отставку перед следующими выборами. Ага. С учетом нашего поражения в сражении при Астарте. И если это случится, влияние Трюнихта возрастет еще больше. Ну все понятно. Поэтому вы так полагаетесь на контр-адмирала Яна Венли. Похоже, вы в нем уверены? А вы нет? Это их единственный шанс. Никто из них не смог бы сделать того, что сделан он. Линкорн Гиперион. Флагманский корабль 13-го флота. Гиперион, значит. Флагман Яна Венли. Ну что ж, Контр-адмирал, все корабли готовы к вылету. 13-й флот. Отдай швартовые. ну что ж, ребята, давайте. С Богом. Удачи. Представляете, в каком они сейчас настроении? Они-то осознают. Хотя эту экспедицию называют тренировочной. Мы направляемся к звездной системе Волхан, близ которой находится крепость Изерлон. Короче говоря, приближаемся к Изерлону. Да, это займет 2 недели пути. Комдор Фишер, оставляю это на вас. Говорят, что командующий любит бродить в одиночку по улицам Хайнессен-Полиса. И когда он делает это, то оставляет все дела на старика Фишера, который весьма хорош по части боевой подготовки. Вот как, интересно, можно ли на него рассчитывать? Нервничают, ребята. Очень сильно переживают. С половинным флотом идут на самую неприступную крепость в космосе, в которую уже 6 раз пытались мочить, но ничего не получилось. Они напуганы. Таким образом, наш план выглядит так. Невозможно захватить крепость Изерлон только снаружи. Круто. Но просочившись внутрь, мы сможем сделать это, получив контроль над центром управления. Троянский конь. Просочиться внутрь? Контр-адмирал Ян, для того, чтобы сделать это, мы должны положиться на Розенриттеров? Да, именно. Перебежчики. Это хорошо укрепленная крепость. И если имперцы поведут себя беспечно, то у нас будут весьма хорошие шансы на победу. Однако, слышали ли вы, что говорят о Розенриттерах? Что? Я изучил этот вопрос. Ага. Всего у них было 12 командующих. Из них 4 пали в бою. Так. 2 были повышены до генеральских званий и впоследствии вышли в отставку. А 6 оставшихся предали нас и перешли на сторону 6, противника. это много. В последнем депеше говорится, что 13-й командующий тоже может оказаться предателем. Ага, значит, уже донеслись, суки. Командующий, если слухи правдивы, и я стану 7-м предателем, что вы будете делать? Застрелиться. Тяжко будет. Наверняка. Это будет та еще проблема. Если это случится, у вас ведь появится куча неприятностей. Так как, по-вашему, я что-то задумал? Я ни о чем таком не думаю. Значит, вы мне всецело доверяете? Да. У него нет выбора. Раз уж он его взял к себе. И почему же вы мне так доверяете? Только не говори, что из-за того случая. Неважно. Я видел вашу стычку с подчиненным Трюнихта в тот день. Только из-за этого? Вы бы никогда не стали распивать с ними шампанское. Ага. Такова причина. И только? Невероятно! Это невероятно важная миссия. Если он переметнется к противнику, то тогда будут говорить, что я не умею выбирать подчиненных, и мой героический образ потускнеет. Контр-адмирал! Командующий назначил меня ответственным за развертывание флота. Теперь наша очередь поверить в него. Благодарю. Можно задать вопрос? Ну давай. Прошу. Что нужно вам от этого сражения? Победа! И чтобы все остались в живых. Слава? Или очередное повышение? Меня не интересует продвижение по службе. То, что меня называют командующий, хотя мне не исполнилось и 30, уже достаточно. Кроме того, если я останусь в живых после этого похода, то собираюсь подать в отставку. В отставку? Да. Вместе с пенсией я буду получать прибавку за звание. Ведь со мной будет жить еще один человек, а на это потребуются средства. Вы хотите подать в отставку при нынешних обстоятельствах? Идите вы. При нынешних обстоятельствах, говорите. Если мы захватим Изерлонскую крепость, то наша страна получит стратегическое преимущество. Затем можно будет заключить мирный договор с Империей на приемлемых условиях. А, он все. Тогда я смогу легко уйти в отставку, так как наступят мирные Ну, он все времена. продумал. Я не помнил этого всего. Но надолго ли наступит этот мир? Ну,
За всю историю человечества никогда не было вечного мира. Но были периоды, когда царил мир и покой. И он надеется это сделать. Короче говоря, я рассчитываю на несколько десятилетий спокойного существования. Ну, короче, состариться он хочет мирно. Хотя шансы на то, что мирных лет будет больше, чем военных, очень невелики. Вместе со мной живет 14-летний парень. 14. И я не хочу, чтобы он попал на войну. Что ж, это все. Я уже слышал, что вы странный человек. Этот вопрос может показаться грубым, но скажите, контр-адмирал, вы говорите искренне, или вы просто лучший оратор со времен Рудольфа Великого? Впрочем, я не жду от вас ответа. Я сам найду его, когда придет время. Ну, все ясно. Ради установления долгого мира. Я все понял, этот какой тип. Ему пофиг кому, ему пофиг на звание. Ему важен человек, которому он подчиняется. Ну, у меня свои мнения по этому поводу. Вот, я добавила бренди. Спасибо. Старший лейтенант, а что вы думаете о предстоящей операции? Намхана. Она определенно будет успешной. О, какая оптимистка. Откуда такая уверенность? 8 лет назад вы же справились на Эль-Фасиле. Кстати, что это было? Вы смогли эвакуировать 3 миллиона гражданских с планеты как раз перед тем, как силы Союза капитулировали. Да ладно. Значит, вы слышали эту историю? Молодой герой, старший лейтенант Ян Венли. Тогда вы смогли посадить семя абсолютного доверия в сердце одной маленькой девочки. Лейтенант молодой, 3 миллиона. Что он там Планета сделал? Эль-Фасель, территория Союза свободных планет. Так. Я была на Эль-Фаселе вместе с матерью. Там жили ее родители. Я хорошо помню молодого офицера, раздающего команды и одновременно поедающего сэндвич, потому что ему некогда было поесть. Но полагаю, что вы забыли ту 14-летнюю девочку, которая принесла вам кофе в бумажном стакане, когда вы подавились этим сэндвичем. Помните ли вы, что сказали тогда, когда ваша жизнь была спасена таким вот образом? И что я сказал? Я ненавижу кофе. Лучше бы вы принесли мне зеленого чая. Прошу простить мою грубость. Понятно. У нее действительно невероятная память. Значит, слухи не врали. 13 мая 13-й флот Союза свободных планет устремился в просторы Изерлонского коридора. Сомнений больше нет. Глушение наших каналов связи – доказательство того, что мятежники приближаются. Между прочим, адмирал Зект, разве не вы утверждали, что мы сможем определить позиции противника, даже совершив вылазку? Ваше превосходительство, мы получили странную передачу. Что там такое? Слушаюсь. Легкий патрульный корабль, отправленный с планеты Один, подвергся нападению и в данный момент находится под вражеским огнем. Они запрашивают помощь. Немедленно вылетаем. Нельзя терять ни секунды. Ваше превосходительство, пожалуйста, подождите. Капитан первого ранга Аберштайн, в чем дело? Нам следует проявить осторожность. Что? Все это выглядит как вражеская диверсия. Мы должны внимательно проанализировать ситуацию, прежде чем начать действовать. Враг так и напрашивается на атаку. Хотите сказать, что мы проиграем? Не то чтобы, но... Тогда что? Мы солдаты, и наш долг сражаться с врагом. По-вашему, мы должны бросить своих союзников, нуждающихся в помощи? В любом случае, адмирал Зект, в словах вашего штабного офицера есть доля истины. Мы не знаем точно, враг это или союзник. Если мы немного подождем. Я командующий флотом Изерлона. И я решил. Всем кораблям готовиться к запуску! Всем? Кстати, красиво выглядит. Вот это я тоже не помнил. Они поднялись прямо с жидкого, из этого, с жидкой массы. Надеюсь, вы осознаете свою глупость, когда вернетесь. Да. Значит, у них наконец кончились терпения, и они вылезли? Численность кораблей приблизительно 15 тысяч. По моим подсчетам, это численность всего станционарного флота Изерлона. Враг не знает нашу мощь. И поэтому посылает вперед все наличные силы, чтобы удержать линию фронта. Контр-адмирал, все приготовления завершены. Мы можем выступить в любой момент. Усики надел. Ну-ну. Похоже, не только врагу не терпится. Ваше превосходительство, от патрульного корабля пришло еще одно сообщение. Они пытаются прорваться к крепости и в данный момент пытаются уйти из-под вражеского огня.
А что стационарный флот? Связь не работает. Чертов Зект, где ты шляешься? Приготовиться открыть огонь. Рядом союзники. Главную пушку не использовать. Есть. Всем защитным подразделениям. Всем орудийным башням. Приготовиться открыть огонь. Ну-ка, ну-ка. Поднять внешние орудийные башни. Ну, короче, у них жесткая оборона, жесточайшая просто. Никак не пройти. Ваше превосходительство. На орбите Аншел, 4-я планета системы Тиамат, зафиксирован сигнал, сходный с сигналом вражеского флота. Вот вы где. Отлично. Вывести на экран. Внешний вид корабля подтвержден. Максимальное увеличение. Это Бремен, один из наших патрульных кораблей. Его преследует вражеский флот. Открыть огонь. Стоп. Разнесите ситуацию каждой орудийной башни. Прикрывать корабль союзников. Да. Ну, серия уже заканчивается, по-видимому. Короче, они друг друга шмаляют для виду. И тот и Розентриттеры на этом раздолбанном корабле. Вражеский флот не входит в зону поражения. На этом раздолбанном корабле они потихоньку входят. Они отступают. Эти ублюдки хорошо знают мощь нашей крепости, благодаря 6 своим предыдущим поражениям. Сообщение от патрульного корабля. Читай. Да. Благодарим за помощь. Мы получили серьезные повреждения, срочно требуется ремонтный док. Хорошо, пусть заходят на посадку. Я бы там на самом деле охрану бы, я бы туда охрану бы сразу в этот док бы послал вооруженных до зубов на самом деле. Во всяком случае, они проникли в крепость. Теперь начинается самое сложное. Они сделают это. Ведь они Розенриттеры. Да. Слишком... Крепость Изерлон расположена между Союзом Свободных Планет и Галактической Империей. Это важная стратегическая база имперских сил. 6 раз Союз пытался захватить эту крепость с помощью больших сил. И все эти попытки закончились полным провалом. Теперь с помощью половинного флота смогут ли они это сделать? План Яна начал действовать. Ну, начал действовать, да. Ну, скажем вот как. Классный сериал. Классное аниме. Классная история. От души. Итак, на самом деле я хотел бы поделиться сперва мыслями, которые двое моих подписчиков выразили в предыдущем выпуске, в 3-й и 4-й сериях. Мне они показались очень интересными, я сам до этого додуматься не мог, а они очень красиво и грамотно мне растолковали и на самом деле дали большую пищу для размышлений. Вот первое сообщение от Алкосучев 607. Мне нравятся твои глубокие обзоры, а это аниме как раз этому способствует. Большое тебе спасибо. Большое спасибо. Мне даже захотелось самому посмотреть. Ну, а теперь, номер 1. Ирландская республиканская армия, ИРА, выступала и выступает за возвращение Северной Ирландии. Я в тот момент говорил про, да, этот момент. Немножечко такая нехорошая аналогия на самом деле получилась. А тайная армия председателя больше похожа на штурмовиков в Германии времен одного австрийского художника. Ну, имеется в виду один чувачок с очень такими короткими усами. И большое спасибо, между прочим. Да, были большие страшные и репрессии в тот момент, это было ужасно. Даже есть классный фильм по этому поводу, есть фильм, как он называется, «Нюрнбергский процесс», старый фильм, кажется, 67-68 года. «Нюрнбергский процесс» называется, черно-белый фильм, великолепный фильм о том, что происходило с людьми. Гениальный фильм. Что было в самой Германии в тот момент. И на самом деле аналогия очень похожая, так что... И что самое интересное, ну, Германия вроде бы, да, а тут Союз Свободных Планет, а тут... Зацените этот фильм. Второе. 13-й флот был послан, а вернее командующий, на смерть. Ну, фактически, да, с половинным флотом на неприступную крепость, которую до этого никто не взял, так как он очень неудобен председателю. Ясное дело. Если он погибнет, его прославят как героя. Ну да, а герои не вякают. Особенно мертвые. А председатель совета избавится от неудобной личности и конкурента, между прочим. Ну, как он думает. Ну, а если он выживет, его снова будут прославлять, но с возможностью его в любой момент убрать с выдачей этого за провокацию или диверсию империи.
Я еще раз перечитываю и просто в офиге. Что опять же может служить для продолжения войны как-то так. На самом деле великолепный момент. Да, его отправили, так, прославился. Офигенный ты офигенный генерал? Отлично, так давай соверши невозможное. Справишься? Молодец. И нам круто. Не справишься? Мы избавимся от неудобного человека, который не любит подчиняться, между прочим. От конкурента, потому что народ любит военных героев. Если он подумает подать политику, то за него проголосуют, а Трюнихт нафиг. Такой тоже момент есть. Это первое. Алгусчев, 607, большое тебе спасибо. Тарапыга, приветствую. Читаю сообщение от тебя. По поводу дворянства. Совершенно не обязательно, что дворяне должны служить. Я говорил по поводу того, что не обязательно было, что дворяне должны были пройти военную службу времен там 18-19 веков, я говорил. Исторически это зависело от силы королевской власти. Чем она сильнее, тем сильнее обременяются дворяне. Уточню, я очень сильно обобщил, и тут Тарапыга очень прав. Например, если взять Францию или Российскую империю, там, времен 18-19 веков, то вот, когда власть была мощной и сильной, или вот Францию времен Наполеона, я имею в виду, тогда, да, обременялись. Причем поголовно. Множество переворотов и свержения произошло как раз из-за борьбы дворянства за свои привилегии. И это тоже, да, они поддерживали своих марионеточных ребят, ну таких марионеточных этих наследников престола, которые косвенные, которые вот такие непрямые, неважно. Главное, чтобы форма крови была соблюдена, а остальное пофиг. Всегда было дело в бабле, что там, что сям. Так, ситуация из сериала говорит о том, что имперская власть, в том числе над дворянами, ослабла. Ну а то... Там Лоенграм собирается страшное совершить. По поводу повышения Яна. Конечно же, он не единственный вариант для командования. Ну, ясное дело, нет. Просто флот тоже проводит свою политику, отличающуюся от множества политик гражданских партий. И даже политики Министерства обороны. Командующий флотом, во-первых, получает замотивированного адмирала для невыполнимого приказа. Он замотивирован, но совсем не так, как они это думают. А во-вторых, в любом случае получает козырь. В случае удачи Ян становится неприкасаемым героем. В случае поражения Ян становится козлом отпущения. Этот афроамериканец, извиняюсь. Адмирал, хитрый сукин сын. Ну... Тут тоже есть своя правда на самом деле. Министерство обороны, как я понимаю, эти военные сами против Трюнихта очень жесткой оппозиции. Очень жестко друг с другом воюют. И такой союзник, как Ян, был бы очень полезен. Если он победит, то это слава, это почет, народ за него встанет, и Трюнихт физически не сможет с этим ничего сделать, потому что вся его власть держится по факту на народе. Теперь что конкретно по поводу этой серии? Ну, нам представили командира Розентритеров, рыцарей Розы, ну, как и называется эта серия, Вальтера фон Шенкофа. Как я понимаю, это специальное боевое объединение людей, которые покинули империю из-за преследований, может, таких политических или бог знает каких. Или это потомки тех, дети, внуки тех, кто покинул империю в свое время. И попросили политического убежища в Союзе. И нам кратко потом в конце серии объяснили, что двое дошли до генеральских званий, ушли в отставку, 6 из 12 из капитанов стали предателями, снова вернулись в империю. И Вальтер фон Шенкоф, господи, извиняюсь, да, выговаривать пока не получается, а Вальтер фон Шенкоф стал, скажем так, попал под видимость Яна, случайно попал. Яну он очень понравился просто из-за того, что это человек чести. На самом деле яркий пример дворянина. Вот тут просто продемонстрировали, какой должен быть, если уж себя дворянином называют, скорее всего, там все дворяне, сплошь со своими этими званиями. Если уж ты носишь это звание, то будь добр, носи его с достоинством и с честью. Как говорится, звание не украшает. Это человек украшает само звание, и он украшает его. Истинный рыцарь Розы вступился за девушку, а его друганы храбрые, мощные братаны стояли сзади, если что. Всех бы давай, погнали мочить, устроим дуэль, если хочешь, нам на все наплевать. Вот такие ребята это.
Причем их боятся и уважают. Видимо, они там во время таких боев там тебя так жестко проявили, что их капец как боятся. Ян их взял к себе для того, чтобы создать троянского коня. Вот по поводу этого троянского коня. Честно, план наивный. Старый как мир. Срабатывает, между прочим. Но очень наивно полагать, вообще вот с такой точки зрения, очень наивно полагать, что отправленный корабль, полураздолбанный, не заподозрят в том, что это диверсия. Вот то, что это троянский конь. Но на самом деле там половина людей уже об этом догадалась. И тем более, если подумать, господи, с заданием из Одина. Вы понимаете вообще, где Один находится? Я-то помню карту. Один черт знает где находится. И один корабль отправить куда-то к черту на куличках? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Но упрямство генерала взяло вверх. Почему? А потому что он дурак. Вот тупо сыграло то, что тут все дебилы. Вот честно. Причем это же генералы с очень большим, сильным боевым опытом должны быть. Я имею в виду этого Штокхаузена, который командующий крепости, и фон Зекта, который командующий флота. Я как минимум, ладно, хорошо принял бы этот корабль, но я сразу бы взял бы его под охрану, причем всеми доступными методами бы. Честно сказать, я бы на их месте расстрелял бы этот корабль к чертовой матери. Я серьезно. Вот я серьезно. Ну ладно, хорошо. Бог с этим. Мне очень понравилась речь Яна. Ян просто великолепно объяснил свою мотивацию, почему он хочет взять Изерлон. Как он хочет это взять. Вот по какой причине. Причина у него просто уникальная. Вот дай бог, чтобы все военные были вот такими на самом деле. Человек хочет добиться стратегического преимущества, чтобы его страна могла потребовать мира на своих условиях. Но он не учитывает одного. Он не учитывает того, какие твари сидят на этих столах за правительственными столами. Они этим не воспользуются, как он хочет, чтобы они воспользовались. Вот 100%. А он еще и в отставку уйти хочет. А человек абсолютно не боевой, абсолютно не военный, просто спокойный, хочет жить и хочет мира для своего приемного сына, для Юлиана. И не хочет, чтобы снова дети умирали. Он на этого навидался. Он обычный историк. Он знает прекрасно, он исторически прекрасно понимает, что вот как он классно сказал. Вечного мира никогда не было. Ну я хотя бы надеюсь на несколько, там пару десятилетий мира. Хочется спокойно состариться, без объявления войны, без этих дебильных траурных вечеров и так далее. И между прочим, Шенкопф это заценил. Я понял, кто это такие. Их боятся, потому что... Их боятся, во-первых, почему? Во-первых, это эффективные боевые ребята. Я имею в виду розентритеров. Их результаты 100% просто ошеломительные, и поэтому их не смеют трогать. И поэтому у них есть наглость выговаривать то, что они хотят. И я даже уверен, они бы все равно бы это делали. Это такие гордые ребята. А Яна, вот Шенкопф заценил. Почему? Потому что человек такой, скажем так, немного неординарный, который, ну, если в двух словах, борется за своих солдат. Это вообще было круто, особенно его речь была от души. Наконец-то не какая-то фигня написанная, да? А просто вышел парень и сказал: давайте воевать так, чтобы вернуться живыми и выпить чая. Может быть, вот такая простая вещь и нужна была бедным ребятам, которые понимают, что идут на смерть сейчас. Вот понимают, что бог знает, вернутся они или нет. Это была 5-я серия, переходим к 6-й серии. Погнали! Классная планета. Герцог Ойген Костроп, бывший государственный казначей Галактического Рейха, нажил немало состояния, злоупотребляя властью в личных интересах. После его смерти Рейх пожелал вернуть себе присвоенные средства. Однако наследник герцога Костропа, Максимилиан, воспротивился этому. Воспользовавшись отцовским наследством, он принял меры. Герцог Максимилиан, я не могу видеть, как род Костропов будет уничтожен на моих глазах. Уничтожен? Если дела пойдут так и дальше, все закончится именно этим. К планете приближается оккупационный флот, 3000 кораблей. Не весь, что возомнившее о себе маленькое герцогство может тягаться с Рейхом. Что мне, Рейх? Они ни словом не возражали моему почтенному отцу. Видимо, они хотят, чтобы моя судьба послужила уроком другим аристократам. Но я не допущу этого. Они еще узнают о моей силе. Герцог Максимилиан. Кажется, прибыл оккупационный флот. Это? Я докажу вам, что наши силы могут противостоять Рейху. Кстати, заметьте, как они одеты, да, как древние римляне. То есть не как немцы или там дворяне 19-18 веков.
Боевые спутники размещены над спутниками планеты Лаборт. Всем кораблям вперед! Ну, видимо, это такие мелкие межусобные... Это же... Возможно, вам приходилось слышать, что столицу Союза защищает ожерелье Артемиды. Не может... Да, точно такое же. Все понятно, он себе достал козырь какой-то, который защищает его планету, чтобы его не грохнули и не повесили. Смотрите, сейчас они получат по заслугам. Пытается сбежать? Видимо, это был флагман. Рейх нас не запугает. Как вам удалось его достать? Оно обошлось в изрядную сумму. Но в этой галактике за золото можно купить все. Физон! Вы же останетесь еще ненадолго. Увидите графа Мариендорфа. Глупец! Физан подставляет вас! Доминион Физан. Дело Костропа нам на руку. Рейх слишком много отыграл при Астарте. А если форма и количество будут не равны силе? Да. А если вмешается эта белокурая бестия? Что тогда? Этот гнида следит за тем, чтобы Адмиралтейство. никто не перевес, никто не победил в войне. Для него это хорошо. За победу при Астарте Райнхард был произведен в чин гранд-адмирала Рейха. помню. Он создал новое адмиралтейство и занялся укреплением своего лагеря. Понятно, своих пацанов всех собрал. Новым командующим его флотов стали выходцы из простонародья и мелкие дворяне. Вице-адмирал Август Самуэль Валин, вице-адмирал Корнелий Люц, вице-адмирал Карл Густав Кемп, вице-адмирал Фриц Йозеф Биттенфельд, вице-адмирал Эрнст Меклингер, вице-адмирал Вольфганг Миттермайер, вице-адмирал Оскар фон Этих двоих Ройнталь. мы знаем. Все отважные молодые командиры. Молодых ребят собрал под свое знамена. Зигфрид Кирхайс, произведенный в контр-адмирала, тоже вошел в состав Адмиралтейства. Получены новые распоряжения, но они касаются не всех. Вы, наверное, слышали о мятеже Костропа. 3000 кораблей оккупационного флота под командованием адмирала Шмуда были уничтожены оборонительной системой ожерелья Артемиды. Адмирал погиб в бою. Контр-адмирал Кирхайс. Есть. Приказ Его Величества. Возьмите флот в 2000 кораблей и подавите мятеж Максимилиана фон Костропа, осмелившего бросить вызов Рейху. Повинуюсь приказу Его Величества. Я думал, что он обратится к нам. Да. Теперь каждый из нас командует собственным флотом. И поэтому мы не можем так просто отправиться на подавление местного конфликта. Неловко получается. Но отдавать приказ от имени Его Величества, как-то это не очень убедительно. Если Кирхайс сумеет выполнить это задание с такими скромными силами, его повышение до вице-адмирала можно считать решенным делом, если он справится. Короче, он отправляет его, зная, что он справится, и это будет Ничего страшного. причиной для повышения. Если этот рыжий мальчишка покажет себя, влияние графа Лоенграма еще больше усилится. Контр-адмирал Кирхайс — доверенное лицо графа Лоенграма. И если сейчас он будет в милости, когда-нибудь это окажется нам на руку, так или иначе. Ваши опасения излишни, господин казначей. Все это станет реальностью только если он победит. Ну понятно, у всех свои... Ух, нифига себе, у него флот офигенный, сколько же. Ну что ж, погнали. Ну давай, Зик, удачи, продемонстрируй, какой ты крутой. Зиль, возвращайся живым. Сестреночка. На сей раз он не с нами, а? Вылез с другим командиром? Да ладно, не гони коней. Это наша работа. Эй, дай-ка мне ту штуку. Видимо. Да, ну знаешь, тот белокурый адмирал. Он талантливый. И на Брунгильде я чувствовал себя в безопасности. Да что ты говоришь? Пока что не здорово везло. Да, твоя удача была неисчерпаема. Но, по-твоему, этому рыжему контр-адмиралу будет вести меньше? Думаешь? Откуда ты знаешь? У него есть жизненный опыт. Да? Берген Грюн. Конечно, граф Лоенграм прославленный командир. Можно даже сказать, стратегический гений. Но кто даст гарантию, что его адъютант будет столь же хорошим командиром? кто? Заместитель — это всего лишь заместитель. Вы заговариваетесь, Берген Грюн.
Вы что, пьяны? Да. Да, я пьян. А по-вашему, лучше сдохнуть трезвым? Со времени прошлого поражения наша военная мощь уменьшилась. Ну и что, черт подери? Да. Это значит, что нет времени пить. Оставьте меня в покое. О-о. Эй, это его превосходительство. Капитан Бюро, я хочу, чтобы вы проверили построение флота. Пожалуйста, пройдите на мостик. Есть. Ваше превосходительство. По моему скромному мнению, размер флота важнее, чем его построение. Возьмите себя в руки. Раз в прошлый раз мы проиграли, то победить с таким малым количеством войск. Если мы выиграем, то, конечно, все будут кричать на «Ура» и все такое. Однако все может обернуться не так, как вы оба задумали. Все именно так, как вы говорите, капитан. Что? Командующий? Вы не ожидаете поражения? Так? Но поскольку наш флот очень мал, вы должны осознавать, что такая вероятность существует. Капитан, схема построения. Ваше превосходительство! Взгляните сюда. Другое построение? Это... Что вы задумали? Собрать столько технических кораблей в одной точке? Разумеется, и его превосходительство Лоенграм, и я полагаем, что наш план принесет успех. Что? Их всего 2000? Чем эти имперские крысы думают? Они что, еще не осознали мощь моей страны? Не принимают меня всерьез? Может быть, у них есть какой-то план? Что? План? Да какие, по-вашему, у них шансы на победу? Эти пройдохи на Физане давали гарантию, что ожерелье неуязвимо. Какой еще может быть план? Посмотрите на себя, болваны! Никчемные глупцы! К счастью, у этих боевых спутников слабое гравитационное притяжение. Основная Луна на них не влияет. Ясно. До этой уловки никто не додумается. В таких масштабах ничего подобного раньше не было. А чё-то? Добавим еще одну побрякушку на цепочку, а? Этот спесивый тип. А что будет, когда Костроп и его люди потеряют последний проблеск надежды? Им придется сложить оружие и сдаться, но... Это было бы большим облегчением. Когда ожерелье будет уничтожено, то на все прочее хватит одного выстрела. Короче, они уничтожат. Вы это серьезно? По-вашему, это глупо? Нет. Все должно пройти по задуманному плану, ваше превосходительство. Так будет легче и для нас. Протрезвел сразу же. Зик молодец. Он... Глупо ли Глупо это? ли это? А, щадить, глупо ли? Вы теперь уже не дети. Так, может, выпьем вина? Из твоих рук мы примем все, что угодно. Ого, звучит как банальный комплимент. Нет, просто Кирхайс всегда так говорит. Верно, Кирхайс? Не ехидничай, Райнхард. Райнхард, хватит раздеть Зига. Лучше сходи в винный погреб и принеси нам вина по своему вкусу. Хотя я, наверное, должна извиниться за то, что использую адмирала флота в качестве мальчика на побегушках. Ну вот, теперь ты меня дразнишь. Все нормально. По поручениям или куда угодно, я всегда твоим услугам. Учитывая, через что она проходит ради него. Зиг, мой младший брат зависит от тебя. Нет, это я завишу от него. Это не так. Райнхард, может, и не говорит этого, но он всегда рассчитывает на тебя. Когда Поэтому, пожалуйста, позаботься о моем младшем человек, брате. которому можно Вы очень добры ко мне. доверять. Зиг, тебе нужно больше думать и о себе. Райнхард, несомненно, гений. И одарен, как никто другой. Но Зиг, он еще не такой взрослый, как ты. Его взгляд всегда устремлен вдаль, так что он не видит самой дороги. Несомненно. Несомненно, его путь должен вести не только к войне. Что предвещает его шаги? Куда этот путь ведет? Но если он сойдет с него... Зиг, если это случится, поговори с ним. Ты единственный, кого он послушает. Все понятно, все понятно. А если придет время, когда он не послушает и тебя? Это будет означать конец моего брата. А вместе с ним... И тебя тоже, да? Госпожа Роза, Прости меня, Зиг. Я слишком увлеклась.
Но ты единственный, на кого я могу положиться. Не волнуйтесь, госпожа Анна Роза. Я сделаю все, что смогу, и не пожалею даже жизнью. Она лучше всех своего брата знает и понимает. Я попытаюсь ради Райнхарда. Все ясно. И ради... Все ясно. Зик — это голос милосердия и разума для Райнхарда. Вот как адмирал должен влиять на своих людей. Там же осталось больше половины. Верно. Но сейчас нет времени пить. Мужик, Куда вы? Посплю в капсуле, чтобы протрезветь. молодец. Черт, и снова. За кого я болею вообще? Ваше превосходительство, развертывание технических кораблей завершено. Какие будут приказания? Пожалуйста, немедленно начинайте операцию. Ну погнали, что ты задумал, интересно? А ну-ка, давай. Та-та. И что это? Использует планету, использует это силу притяжения планеты для чего-то. Ну и... Что вы задумали? Они что, просто стоят на месте? Нельзя еще увеличить? Это максимальное Так. увеличение. Смотрите же, а? Говорите, что вы видите? Скопление кораблей в центре, и все. Даже если они явятся сюда, они, скорее всего, ничего не смогут сделать. Докажи свою верность. Это неразумно. Что? Где ваша преданность? Ах ты, неблагодарная дрянь! Извините, я не к вам обращался. Негодяй, как ты посмел вернуться? Простите. Эти люди его сами зарежут. Я уже... Враг пришел в движение. Что? А, так вы заметили, наконец? За что? Не приставайте ко мне с вашими глупыми тревогами. Беспокоиться не о чем. Они будут измотаны бесплодными атаками. Я преподам им урок. Скоро они на собственной шкуре испытают всю мощь защитной системы ожерелья. Ну, подходите ближе. Вот так. А теперь огонь! Я не понял. В чем дело? Я понял. случилось? Что это такое? понял. Докладывайте! Что там, что? Они сейчас увидят это с земли. То есть, они уничтожили. Зигфрид смог уничтожить все ожерелье Артемиды. Да что это такое? А интересно, как он это сделал? Че, взорвались и все? Боевые спутники врага выведены из строя. Сработало? Да. В атаку. Все-таки это была не шутка. Что произошло? Там недавно прошли технические корабли. Так, наверное, выпустили в нужном направлении зефир-частицы. Зефир-частицы? Взрывчатый газ? Или газообразная взрывчатка? Вроде того. Как видите, ваше драгоценное ожерелье уничтожено. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Настоятельно предлагаю вам сдаться. Я проявлю снисхождение главе мятежа и остальным заговорщикам. Они будут переданы под мою личную ответственность. А затем... А затем что? Вы говорили, что это было глупо? Они вырубили. Нет, я только подумал. Будь вы графом Лоенграммом. В таком случае вам, вероятно, было бы несколько неуютно, не так ли? Думаю, я справлюсь лучше, чем вы ожидаете. Однако его превосходительство командующий может ожидать несколько иного. Эх, вырубили ему связь. Как... Это ложь! Они не оставят мятежников живых! Раньше они не были так великодушны. Это ловушка! Просто ловушка! Если я сдамся, меня убьют! Убьют! И всех вас тоже! Родственников, слуг, всех! Я обречен! Чувак. Это вы виноваты! Вы меня подстрекали! И вы! И вы! И вы тоже! Боюсь, я буду вынужден отклонить обвинения. Да, это в первую очередь из-за отца.
Это он поднял мятеж. Так ведь? И Физан. Эти мерзавцы продают ни на что негодные системы. Физан. Точно. Физан. Я найду убежище на Физане. Что вы делаете? Немедленно собирайтесь. Берем с собой только драгоценности. И женщин я тоже заберу, разумеется. Даже если вы попросите у них убежище, боюсь, спастись уже невозможно. Верно. Ладно, вы будете вместо меня. Что? Сожгите себя. Если ваше лицо сгорит, мы ведем их в заблуждение на какое-то время. И все, уладится. Ах да. Графа Мариендорфа тоже возьмите. Сделаем его заложником. Ваша светлость. Есть способ лучше. Как это на вас похоже? Ну, какой же? Вот. Вот этот. Ну, он больной абсолютно. Я же сказал... Что вы делаете? Вы что, спятили? Если мы отдадим им вашу голову, то, может быть, нас пощадят. Проклятый предатель! Что вы стоите? Убейте этого человека! Классика. Брут, и ты тоже. Мочить Юлия Цезаря. Ах вы! Ну, это такой был собирательный образ, на самом деле. Скорее всего, Калигулы. Сообщите флоту, что мы избавились от тирана. Мы сделали это. Капитан, начинайте, пожалуйста, высадку десанта. Есть! И проследите за тем, чтобы войска вели себя достойно. Грабеж, насилие и тому подобное строго запрещены. Нарушители будут казнены. Есть! Молодец. Молод. Да, но... Неужели действительно хороший командир? Даже протрезвел мужик. Вот как командир должен влиять на своих людей. Отец! Хильда! Ты беспокоилась обо мне. Мариендорф. Все заняло меньше 2 дней. К тому же обошлось без крови. Весьма впечатляюще. 2 дня? Это хорошо, не так ли? Прогулка. Все зависит от того, каким образом это можно использовать. Ага, теперь этот думает. Раз уж случилось, то теперь надо позадуматься. Он справится, верно? Да. Смотри-ка, а. Даже парад устроили. Отличная работа. Мне очень жаль. За что ты извиняешься? Все называют тебя новым героем Рейха. О. Мятеж подавлен за 2 дня, без всякого кровопролития. Великолепно. Но кровь пролилась. Глава мятежа погиб. Я очень сожалею. Правда? Смерть Кастропа – результат политики Рейха. Ты в этом не виноват. Ясно. Кирхайс. Мы действуем не так. Правда? Да. Кирхайс, ты хороший человек. Ага. Зигфрид Кирхайс? Интересно. Кажется, его устраивает служба под началом графа Лоенграма. Они лучшие друзья с детства. Лучшие друзья? Очень ценные сведения. И если это правда, эта информация может оказаться нам полезной. Да. Кстати, как будем решать ситуацию с ожерельем Артемида? Что решать? Может быть, сообщить Союзу об уязвимости ожерелья? А как вы думаете, откуда он узнал об этом слабом месте? Да, действительно. Зигфрид Кирхайс был произведен в чин вице-адмирала за отличную работу по подавлению мятежа в системе Кастропа. Всем стало ясно, что он номер 2 в лагере Лоенграма. А в это время на территории Союза Свободных Планет Ян Венли планомерно готовился к захвату крепости Изерлон. Ох, ну, на самом деле мне очень понравилось. Нам тут объяснили, какие отношения между Зигфридом и Райнхардом. На самом деле, намного глубже, чем кажутся. Итак, мятеж был подавлен всего за 2 дня с 2000 кораблями. Я, конечно, не очень большой сильный профессор в этой вселенной, но, видимо, это мало. Что ж, мне более, знаете, мне более понравился не сам процесс
уничтожение ожерелья Артемиды, взятие этой планеты, где герцог Кастроп был главным, а больше понравилось психологический портрет Зигфрида. Зигфрид — это путеводная звезда Райнхарда с моральной точки зрения. Райнхард типичный, господи, я уже не знаю, это как Кнут в саге о Винланде, это как Гриффит в Берсерке. Его сестра сказала, он смотрит вдаль, но не видит дороги. И если он сойдет с этой дороги, с правильной дороги, вы понимаете? Она знает своего брата, в ее брате есть жестокость. Есть, знаете, задатки того, что он может потерять человечность на пути к этому, потому что у него большая ненависть внутри. А Зигфрид, как сказал Райнхард, ты хороший человек. Они ровесники, но он более взрослый. Что это имеется в виду? Он понимает цену. Он понимает цену того, чего хочет достичь Райнхард. И какими методами этого достичь, это очень важно, так как в зависимости от того, какими методами ты этого достигнешь, это достижимое тебя таким и встретит. Вот какова будет дорога, вот таким будет и награда. Зигфрид это понимает. И Зигфрид обязан, если что, сказать Райнхарду. Как друг, как человек, который единственный доверяет. Они друг другу, они одно целое. Они братья. И вот тут это так хорошо и ярко показали. То, что Зигфрид очень умный, офигенный главнокомандующий, это мы тут и так увидели. Между прочим, было очень красиво. Очень красиво такое, символично, так, знаете, красиво показали этого герцога Кастропа. Обычный папин сыночек, который, как бы сказать, который на состоянии родителей жил постоянно так, что он имел право всех вот избивать, всех вот это, и он там столько всего понаговорил, что его взяли и зарезали. Между прочим, было очень так очень многие императоры, между прочим, известные императоры заканчивали. Я не говорю, что все. Были очень достойные, очень сильные и великие императоры во время Римской империи. Но тут это был такой, скажем так, быстренько они сделали такой собирательный образ этого Калигулы, Юлия Цезаря, учитывая концовку. И, как мне показалось, императора Комода. Если кто смотрел фильм «Гладиатор», поймет, о чем я говорю. Между прочим, Комод был, он не как в фильме Ридли Скотта «Гладиаторе» умер от рук Максимуса. Нет, было не так. Но было правдой то, что он обожал, между прочим, Колизей, очень обожал гладиаторские бои, даже сам принимал в них участие. И, между прочим, это считалось большим стыдом, что император, даже, ладно, хорошо, император, если даже дворянин бы вышел бы на эти гладиаторские бои, то это было бы большим стыдом. И это было кошмарно. Даже гомосексуальные отношения, да там вообще гомосексуальные отношения не порицались, а он устраивал страшнейшие оргии. Это был вообще страшно распутный человек, я имею в виду Комода. Его также, между прочим, и убили. Вроде бы отравили или зарезали, я точно не знаю, не помню точно, но он кончил именно так же, как Калигула и как Юлий Цезарь. О, и такой собирательный образ очень красивый был на самом деле, мне это очень понравилось. И мы ждем 7-й серии. Скорее всего, мы там увидим прекрасное взятие из Орлона. Мне это очень интересно. Вот потихоньку мы все понимаем про всех героев. А, да, хотел сказать быстренько скажу про Физан. Вот Физаны какие сволочи, а. Понимаете, в чем дело? Чтобы империя немножечко больше не получила, дает возможность немножечко вот подгадить империи. Что-то империя очень такое продвинулась, надо бы ее немного подгадить. Роль Физана, вот они хотят, чтобы война продолжалась как можно чаще и дольше. Бабло, власть, само ощущение того, что все контролируешь. Знаете, как важно? Вот этого они пытаются добиться. Поэтому у него вся информация про новичков, талантливых, которые могут повлиять на будущее, надо будет проконтролировать. Очень круто. Короче, это была 5-я и 6-я серия «Легенда о Герое Галактики». Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся уже на 7-й и 8-й серии. Удачи!